наконец-то начинаю новые влоги правильного питания. И перед тем, как мы начнем, я хочу немножко объясниться и рассказать, где я вообще нахожусь и что поменялось в моем питании, в моей жизни. Для тех, кто не знает, то мы с моим мужем Димой уже третий месяц живем в Таиланде, на острове Самуи. И, конечно же, мое питание, вся моя жизнь поменялись кардинально. И в этой неделе влогов я постараюсь вам рассказать, как именно изменился мой рацион, как я правильно питаюсь здесь, как я это пытаюсь сделать, что нового я попробовала, что мне понравилось, а что нет, и как я нахожу обыкновенные продукты, к которым я привыкла здесь на острове. Кстати говоря, я попробую совершенно новый формат озвучивания видео и более качественной съемки. И если вам понравится, обязательно ставьте пальчики вверх, мне будет очень-очень приятно. Поехали! Итак, сегодняшний завтрак у меня начался в 9 утра, и, конечно же, это будет овсянка. Как же без овсянки? Я ее здесь тоже нашла, чему очень-очень рада. Я всыпаю примерно пол чашки в свою мисочку, добавляю немного молока, где-то миллилитров 100. Это я сейчас делаю только на себя, Дима у меня не очень любит овсянку. Добавляю практически целый скуп протеина. Протеин, кстати, мы здесь тоже нашли, но заказывали по интернету. И, конечно же, ананас. О боже, ананас — это моя любовь. Сколько здесь фруктов есть, но вот почему-то именно ананас мне безумно полюбился, и я его постоянно ем, просто постоянно. И сегодня я решила добавить себе немножко арахиса в кашку, поэтому высыпаю где-то практически жменю арахиса. Может быть, это много, может быть и мало, но на целый день мне хватит. Добавляю немного ананасика и, в принципе, готово. Осталось только сделать чаек. Кстати, чай я здесь очень полюбила, потому что здесь действительно очень много выбора. И вот такие вот цветочки, настоящие цветы, мне недавно принесла знакомая. И что самое интересное, чай после заваривания становится синим. Очень интересно смотрится и очень-очень вкусно, правда. Обычно я завтракаю и смотрю ваши сообщения, читаю, отвечаю, иногда смотрю какие-то видеоролики. В общем, иногда даже не вылажу с кровати, потому что это единственное время, когда я могу что-то сделать лично для себя. Да, кстати, Дима тоже позавтракал. После я обычно принимаю ванну. И, кстати, хочу вам дать небольшой такой советик. Я недавно сорвала возле своего дома немножко алоэ, да. И вспомнила бабушкины древние средства, когда, допустим, у тебя проблемы с кожей или вообще просто ты хочешь немножко поухаживать за ней. Просто отрезаешь лепесточек такого алоэ и натираешь те места, те участки, где у тебя есть проблемки. Так что, если вы забыли о таком средстве, то я вам могу напомнить об этом. А перекус у меня был в 12 часов дня, и я решила сделать себе обыкновенный смузи из льда, банана и молока. Что может быть проще? Тем более бананы здесь просто на каждом шагу и растут, и продаются, поэтому почему бы и нет. Я обычно добавляю немножко льда, немного банана, в принципе здесь один банан, и немного молока, где-то может быть 150 миллилитров. Я особо каких-то пропорций не придерживаюсь, все всегда добавляю на взгляд и просто наливаю в стаканчик. Для красоты украсила опять же тем же ананасом. Боже ты мой, я его так объелась. И также добавила немножко к перекусу одно яблочко. В принципе, небольшой такой перекусик, и я обычно его съедаю за тем, как работаю, что-то проверяю, монтирую видео. Такая маленькая жувалка за тем, как я работаю. Вот кто-то отвлекается семечками или чипсами, а я предпочитаю яблочко и коктейли. Я долго думала, что же приготовить нам на обед. Обед у нас был в 3 часа дня. И я решила, что это будет перловка. Вы представляете, я нашла здесь перловку. Да, никому не говорите. И сегодня я сделаю перловую кашу с добавлением морковочки. Самое обычное блюдо. Кстати, воду, да, мы используем здесь очищенную, потому что с крана иногда такие существа вываливаются. И, кстати, у меня будет филе тилапии. Минтая, я не помню, по-моему, тилапии, да, в таком вот кляре из одного яичка и какой-то приправки тайской. В общем, я ее немножечко посолю, обваляю в этой штучке яичной
кляре, и добавляю на сковородку, на свою чудо-мега сковородку, которой я безумно довольна. У меня будут две филехи, одна мне, другая Диме. И сейчас я добавляю одну морковочку, как раз у меня закипела. Можно помешать немножко и оставить до того времени, когда будет все готово. Да, не забываем переворачивать. Кстати, реально обалденная сковородка, я ей очень-очень довольна, ничего к ней не пригорает. Пока я проверю свой инстаграм, поотвечаю на сообщения, поделаю новые посты. Жизнь блогера такова. Если ты попробовал рецепты, обязательно загружай фото в инстаграм и отмечай хэштегом TGMPP. Ну что, мне практически все готово, осталось немножко помешать, добавить соли и сказать Диме, что пора кушать. В качестве украшения и какого-то овоща я сегодня добавлю один перчик. Не везет мне с филехами, они мне постоянно ломаются. Добавляю немножко перчика сладкого, желтого себе и Диме. И мой обед готов. Приятного всем аппетита, если кто попробует этот рецептик. Он очень высокобелковый и очень простое на самом деле и качественное блюдо. Обязательно попробуйте, мне очень-очень нравится сочетание перловки и рыбы. И вы представляете, в нашей квартире, где мы живем, есть русскоязычное телевидение, где-то целых 16 каналов, так что скучать не приходится. Так, мы покушали, пора попить чаечек и немножко расслабиться. Ужин у меня обычно очень легкий, он у меня примерно в 6 часов вечера, и где-то в обед я замариновала одну куриную грудку, добавила туда немножко лука, и в принципе в собственном соку она у меня так стояла в холодильнике. Немножко ее обжарю, добавлю лучка наверх и буду немножко перемешивать его как-то. Кстати говоря, если немножко замариновывать мясо, то оно действительно получается очень сочным, и такое впечатление, что вы сделали какой-то шашлык. Рядом у меня варится 2 яичка, и в принципе все, это самый простой, самый легкий ужин, который только может быть. Самое главное, что он высокобелковый, меньше углеводов, именно то, что нужно нам вечером. За ужином я обычно просматриваю наши книжки по английскому языку, готовлюсь к следующему уроку, пересматриваю, повторяю какие-то прошлые уроки, в общем, немножко подучиваю язык. И перекус у меня практически перед сном, в 9 часов вечера, это протеиновый коктейль. Все очень просто и банально. Где-то 1 скуп и совсем немножечко водички, может быть 150 мл. Все очень-очень тщательно перемешиваю, прям как блендер. И, кстати, протеин у меня Элит, мы его заказывали еще практически когда приехали только. Очень им довольны, в принципе все на этом. Я немножко проверю свой интернет. Приведу в порядок себя. Кстати говоря, для волос я здесь использую это маслечко, самое обычное, и мне оно очень нравится, я его еще дома использовала. И вот такой вот воск для кончиков волос. Обычно они очень сохнут, особенно здесь, в таком климате. И сейчас мы с Димой немножко повторим уроки вместе, потому что обычно я рассказываю ему то, что было на уроках, так как у него не всегда есть время. И на этом все, ребятки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, обязательно ставьте лайк. И мы с вами увидимся завтра. Всем удачи и пока-пока!